Друзья, с вами снова Андрей, и мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам на канале Русторис. И сегодня я прочитаю вам рассказ от лица отчаянного автопутешественника. Итак, поехали. Как-то раз в 2004 году на просторах интернета я прочел статью о соревнованиях Плимут-Банджул. Их смысл довольно простой. Автомобили стартуют из английского города Плимут и едут в Банджул, столицу Гамбии. Направляются они только в один конец, там и остаются. При этом стоимость машины не должна превышать 100 фунтов. И столько же, не более, можно потратить на подготовку. Такая вот интересная идея. На тот момент у меня была Нива, которую я купил годом раньше за $250. И подумал, а почему бы мне не поехать в Западную Африку? Я написал письмо англичанину, организатору пробега, но он долго не отвечал. Тогда я решил, что ничто не мешает мне поехать в Африку самому, безо всяких англичан. Я нашел отличных попутчиков. Всего у нас получилось 6 машин. 4 из них Нивы, в них 11 человек, 3 женщины. Одна Нива была совсем старая и стоила $150. И мы все время спорили, доедет ли она до Дакара. До Дакара машина доехала, но развалилась на части уже между Дакаром и Банджулом. Стартовали мы одновременно из Москвы, а дальше уже каждый ехал в своем темпе. Никаких технических сложностей не возникало. Везде в Европе имеется асфальт. Сложностей нет и дальше, так как через Марокко и Западную Сахару идет дорога с ровным покрытием. Особых проблем с вождением на африканских дорогах у нас не было. Конечно, движение хаотичное, но такое наблюдается и в Азии, и на Ближнем Востоке. У нас были чудесные, шикарные ночевки в пустыне. Потом мы пересекли границу с Сенегалом, переночевали в саванне, приехали в Гамбию, провели там еще несколько дней, продали машины и снаряжение и улетели обратно в Россию на самолете. Это первое наше путешествие в Западную Африку было коротким. Всего 18 дней. Процедура продажи машин выглядела так. Пишешь на автомобиле крупными буквами «For sale» и начинаешь на ней кататься. К тебе подходят разные личности и выясняют, сколько стоит. Для нас продажа машины не была бизнесом. Это просто небольшие деньги, чтобы компенсировать часть затрат на поездку. Если ты не продашь машину, то в Россию ее все равно не повезешь, бросишь ее. Так что нам, честно говоря, было все равно, и мы не торговались. Смотришь на потенциального покупателя. Если он в ботинках,
то с ним уже можно разговаривать. И если человек готов купить твое авто, то он привозит тебе пакет с местными деньгами. Это 500-600 евро в пересчете. Раньше нужно было писать бумагу. Мол, я продал Гасан Абдурахман ибн Хаттабу принадлежащий мне автомобиль Нива. И покупатель радостно уезжал на ней. На этом сделка купли-продажи заканчивалась. Никаких формальностей. Потом в Гамбии поменяли закон. Продавать машины можно только партиями от 200 машин, а не по одной или две. То есть мы, как частники, вообще не могли продавать свои автомобили. Зато могли официально подарить, что мы и делали. А человек нам в ответ дарил деньги. Вот так за 500 евро я свою первую Ниву и подарил. Я никогда прежде не был в Западной Африке. Здесь у людей совершенно другое отношение к жизни, другое представление о смерти, о времени, вообще обо всем. Люди живут иными ценностями. Для них по-другому течет время. Африканское через 5 минут – это через полчаса, а может и вовсе никогда. Они не спешат, не торопятся. Смотришь на все это и думаешь, разве так можно жить? Но, с другой стороны, все здесь довольны жизнью. Вот Гамбия, а в ней 2 миллиона жизнерадостных людей. Ни о чем не думают. Ходят в разноцветных шапочках. Многие заняты тем, что просто сидят и смотрят на дорогу, и ничего им не надо. В целом, регион достаточно безопасен для русского путешественника. По крайней мере, прибрежная полоса до Гамбии. В Нигере и Нигерии есть проблемы, но они решаются. Нет там нигде абсолютного зла. Утром от окраины города уходит конвой. Грузовики с солдатами и джипы с крупнокалиберными пулеметами. Между ними едут те, кто направляется из одного города в другой. Так выглядят перемещения по опасным территориям. Вообще же местные доброжелательны. Когда мы ремонтировали автомобили на обочине, многие останавливались и спрашивали, не нужна ли помощь. А еще здесь удивительная природа. Идешь пешком по Сахаре, и ты будто муравей на футбольном поле. Бесконечное небо и ветер, который стартовал где-то за 5-7 тысяч километров отсюда. Удивительное ощущение. Друзья, а как вы относитесь к автопутешествиям? И какие расстояния вам приходилось преодолевать на автомобиле? Я с нетерпением жду ваших историй. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. До встречи в следующих видео. Огромной вам удачи и пока!